Кать, меня с работы сократили. Опустив голову, Виктор сообщил жене неприятную новость. Кризис не обошел их предприятие стороной, и под сокращение попала почти половина сотрудников. Начальник, скрипя сердцем, сообщил Виктору о том, что пока в его услугах необходимости нет, а держать на скамье запасных его не могут, ведь неясно, как долго продлится кризис и минует ли он вообще. «Как?» – ахнула жена, мазнув тушью по верхнему веку. Она негромко выругалась себе под нос и принялась срочно исправлять свою промашку. «Сегодня же не 1 апреля, да?» – спросила она взволнованным голосом. «Меня на самом деле сократили. Я не шучу. Не знаю, что делать. Завтра пойду искать новую работу. Но сейчас кризис, не просто будет найти что-то подобное, чтобы платили достойно». Катя фыркнула и больше ничего не ответила. Уже утром она подсунула мужу ноутбук, в котором была открыта куча вкладок с объявлениями о работе. «Я бы и сам нашел. Чего ты не спала-то?» – спросил Виктор. «Знаю я тебя», – нашел бы он. «Засел бы за телевизор и просидел до вечера», – проворчала жена. «Давай, звони». «Дай мне хотя бы позавтракать и кофе выпить». Ошарашенно принялся хлопать глазами мужчина. «Кто не работает, тот не ест», — ответила жена. Такого Виктор точно не ждал. Он думал, что супруга постарается приободрить его, внушить веру в то, что потеря работы – это дело временное, и он быстро найдет что-то, а она будто какой-то оглоблей по голове била. «Я пошутила, конечно же», — смягчилась Катя, видимо, прочитав удивление во взгляде супруга. И не просто удивление. Там кипело самое настоящее возмущение. Почему она так себя вела вообще, если сама после свадьбы сидела дома на всем готовеньком и иногда подрабатывала, корректируя какие-то статейки для газетенок? Он даже не спрашивал ее, на что она тратила их. Просто считался с ее мнением, что она подрабатывает для себя. Виктор сел за ноутбук и начал обзванивать объявления. Почти везде отвечали, что сотрудника уже нашли, но забыли снять объявление. И только в одном месте пригласили на собеседование. Позавтракать Виктор не успел, потому что ему велели приехать как можно быстрее. Но, увы, не сложилось. Так прошла целая неделя. И из доброй жены Катя превратилась в самую настоящую фурию. Она частенько срывалась на мужа и говорила, как недовольна им. Изо дня в день тыкала его, как нашкодившего котенка, в то, что тот сидит дома, и заставляла ходить даже на собеседования, далекие от его рода деятельности. Не выдержав давления со стороны супруги, Виктор решил устроиться дворником. Как раз требовался работник в их дворе. Работа, конечно, не прибыльная, но будет хоть какой-то доход. Да и метлой махать нужно по утрам, а днем есть возможность все так же продолжать искать работу. Ну и в конце концов, для здоровья полезно работать на свежем воздухе. Жена скептически отнеслась к решению мужа, но отговаривать его не стала. Она говорила, что деньги лишними не бывают, ведь то, что ему выплатили по сокращению, может быстро закончиться, и тогда они останутся без гроша в кармане. «Не за дворника я замуж выходила», – ворчала каждое утро Катя, когда Виктор вставал по звонку будильника и собирался мести двор. «Ну, прости, я сам не увольнялся», – разводил он руками. Однажды Виктор столкнулся с соседкой. Они росли вместе с самого детства, и он считал Олесю своим пацаном. Сейчас она сильно изменилась и стала более женственной, но семью так и не смогла создать. А не так давно переехала в родительскую квартиру. Почему она так сделала, он не стал спрашивать. Зачем бередить душу? Да и работая дворником, он слышал, о чем говорят люди. Даже прислушиваться не приходилось. Вездесущие бабулечки сами рассказывали ему и всему миру о новостях дома. И одной из новостей было то, что Олеся ушла от жениха или он ее выгнал. Тут были разные версии. Катя время от времени косилась на женщину и говорила, что у нее, наверное, с головой не все в порядке. И тут он встретился с Олесей во дворе. «О, Виктор, а ты чего это решил в дворники податься?
– спросила соседка, приблизившись к мужчине. «Жизнь так решила», – развел он руками. «Да уж, жизнь штука сложная, а я вот сейчас пироги на дому пеку. Так хорошо, что не приходится от кого-то зависеть. Базу клиентов свою набрала, комнату одну переоборудовала под это дело, ИП даже оформила». Заболтавшись с Олесей, Виктор даже не заметил, как быстро летело время, а ее рассказ подтолкнул к мысли, что он и сам мог заняться чем-то, даже если не будет получать баснословные деньги, колым лишним не бывает. В молодости мужчина увлекался резьбой по дереву. Ты подай объявление в интернете и попробуй продать что-то. Вдруг пойдет. С работой-то сейчас тяжело. Если вдруг кассы или чеки нужны будут, обращайся, смогу сделать. Договоримся. Ну ладно, мне пора бежать. Пирог нужно через 2 часа будет клиенту отдать. Прошло несколько дней. Олеся почти каждое утро выходила поболтать по-соседски, угощала Виктора своими пирогами и подбадривала, говоря, чтобы не губил свой талант, ведь может неплохо зарабатывать, если захочет. Эксклюзивные сувениры многих могли бы заинтересовать. Понятно, что сейчас кризис, но ты знаешь, у богатых деньги есть всегда, а у них свои причуды. Главное, как-то правильно подать идею. Вот и все. А однажды Олеся предложила Виктору подработку. «У меня все чаще спрашивают о курьерской доставке. У тебя же машина есть. Да ты и дома частенько. Как смотришь на то, чтобы отвозить время от времени мои заказы? Буду называть сумму, какую скажешь. Много, конечно, с одного заказа не возьмем, но в день их по 10 бывает. Глядишь, и 1000 наберется, а это все же деньги». Учитывая тот факт, что дворником Виктор получал только 7000, это на самом деле были неплохие деньги, если их можно заработать за один день. Мужчина даже думать не стал и согласился, но до того момента, пока не найдет работу. А если и устроюсь куда, я же смогу вечером развозить заказы тогда. Ну мало ли, может кого-нибудь устроит вечерняя доставка. С радостью согласился он. Вернувшись домой, мужчина хотел поделиться радостной новостью с женой о том, что он нашел подработку, но она смерила его холодным взглядом. «Ты каждый день с соседкой ненормальные лясы точишь, а работу искать не думал?» – въелась она. «Но ты же знаешь, что я каждый день просматриваю объявления и мотаюсь по собеседованиям. Ничего пока». «Значит, плохо мотаешься, и хватит уже с ней болтать, а то скоро на нас все пальцем тыкать начнут и считать такими же психами. Ты меня позоришь перед соседями». Виктор сильно удивился. Во-первых, это были его соседи, ведь он в этой квартире жил с самого рождения, а Катя перебралась только после свадьбы. А во-вторых, Олесю ненормальной только Катя и считала, а все остальные прекрасно общались с женщиной. Решив, что спорить и говорить о подработке он ничего не станет, Виктор ушел в комнату. Вместо поиска работы в этот день он решил заняться поиском изделий из дерева, которые продавали другие резчики. Можно было попробовать начать с чего-то, а потом уже и изобретать новое, необычное, чтобы разбирали быстрее. «Ищет он работу», — фыркнула жена, легла на кровать с книжкой в руках и еще долго пыхтела. Ночью, лежа рядом с супругой в кровати, Виктор задумался, почему он вообще выбрал Катю. Как так случилось, что он решил жениться именно на ней? Ведь она не была такой раньше. Или она вела себя иначе, потому что он реже находился дома и приносил каждый месяц немало денег. Однако он решил, что если жена еще раз заикнется о том, что он не ищет работу, он скажет, что они не на Востоке живут, и она тоже прекрасно могла бы куда-то устроиться. Весь следующий день прошел в разъездах. На курьерскую доставку был высокий отклик, и мужчина заработал чуть больше 1000. Конечно, с запросами жены это даже на половину похода в магазин не хватит, но все же деньги. Катя уже спала, когда он вернулся, поэтому истерик не закатывала. За неделю, которую Виктор помогал Олесе с развозкой выпечки, жена немного утихомирилась, ведь все деньги мужчина отдавал ей.
Но когда у соседки был выходной день, и мужчина засел за работу с деревом, Катя снова залетела в его кабинет. «Тебе делать больше нечего, с деревяшками этими засел. Давно на собеседованиях был. И вообще, чем тебе эта полоумная такая понравилась, что работаешь на нее и любезничаешь с ней?» «Не говори, пожалуйста, о людях, которых ты совсем не знаешь, плохо», — не выдержал Виктор. «Олеся нормальная, а вот ты со своими царскими замашками...» «Что?» — возмутилась жена. «Да как ты смеешь мне такое говорить? Сидишь дома уже месяц почти». «Я работаю, хоть и сижу дома, а ты ни копейки за нашу совместную жизнь не заработала». Возмутился Виктор, не в силах больше держать все внутри. Ему надоело то, что об него вытирают ноги. Жена должна поддерживать, а не пилить своими притупленными зубьями. «Ах, вот так ты заговорил? Распетушился перед этой дурой, да?» Катя бросилась к шкафу и спешно кидала вещи в сумку. «Я от тебя тогда ухожу. Понял? Жалкий дворник. Катись к ней колбаской, если так понравилось». Катя выскочила в подъезд, злая на поведение мужа, который посмел упрекнуть ее в том, что она сидит дома. Он ведь был мужчиной, вот и должен был обеспечивать семью, а она дома сидеть. Мама всегда так говорила. Не выдержав, Катя позвонила в соседскую квартиру, из которой пахло жареной курицей. Олеся открыла дверь и в изумлении застыла, потому что Катя напомнила ей разъяренную горгону. «Что-то случилось?» – спросила Олеся взволнованным голосом. «Случилось!» – выплюнула с яростью Катя. «Понравился тебе мой благоверный, да? Решила приголубить и пожалеть его? Так забирай его тогда. Дарю. Мне этот жалкий дворник не нужен». Олеся стояла и ничего не могла понять, а Катя спешно побежала вниз по лестнице. Прошло несколько месяцев. Жить с мамой у Кати никак не получалось, потому что та то и дело говорила, что дочери следует поискать работу, ведь на ее пенсию им вдвоем не прожить. Вспомнив о том, как спокойно и хорошо в свое удовольствие жилось рядом с мужем, с которым она погорячилась развестись в первый же месяц после своего ухода, Катя решила поехать к нему. Она сделала макияж, прическу, нарядилась и вызвала такси. Добравшись до дома, в котором еще несколько месяцев назад жила Катя, открыла домофон своим ключом и поднялась наверх. Замок в квартиру муж поменял, что женщина поняла не сразу. Она нажала на дверной звонок, так как видела его машину около подъезда. Через несколько секунд Виктор открыл и с недоумением посмотрел на бывшую жену. «Катя? Ну, привет! А ты чего приехала?» – спросил Виктор. «Привет. Как дела узнать хотела? Как с работой?» «Нормально все. На старую работу вернулся. Кризис миновал. А у тебя как?» Виктор не торопился пропускать Катю в квартиру, и ей не нравилось это. Она уже начала заглядывать за его плечо и подумывать, как бы сделать так, чтобы он сам пригласил войти. «Ничего, соскучилась вот по тебе». Из квартиры послышался женский голос. «Вить, а кто там?» Катя увидела Олесю и позеленела от злости. Какого черта она там делала? А потом она вспомнила, что сама в порыве ярости подарила мужа соседке. «Быстро же ты меня забыл, козлина!» — выпалила Катя. «А эта пресловутая и рада стараться чужого мужика оттяпала». «Это, как ты говоришь, пресловутая? Моя жена!» — зарычал Виктор. «И я не позволю тебе ее оскорблять. Поняла? Иди своей дорогой, Катя. Бесплатная кормушка для тебя закрыта насовсем». Виктор захлопнул дверь прямо перед носом, а Катя разрыдалась, понимая, что и вправду упустила свое счастье. Не мужчину, конечно же, а деньги, которыми он как-никак ее обеспечивал. Олеся посмотрела на Виктора с удивлением. «Жену?» – спросила она, широко распахнув глаза. «Я думала, что мы просто...» «А почему нет, Олесь?
Меня еще никто никогда не поддерживал так же мощно, как ты. И знаешь, я только недавно понял, что ты мне сильно нравилась еще по молодости. Но если у тебя есть кто-то...» «Есть», — ответила Олеся, заставляя Виктора опустить голову и отругать себя за то, что счастье было так близко, а он не разглядел сразу. «Теперь есть. Ты», — сказала Олеся и обняла его. Спустя полгода Виктор и Олеся поженились. К этому времени развозил заказы Олесе уже другой водитель. Виктор работал пока на прежней работе, а в свободное время занимался резкой по дереву, и это стало приносить доход. Теперь они думали о продаже их квартир и покупке дома, где будет большая кухня для Олеси и мастерская для Виктора, а также большой сад, в котором будет бегать их сыночек или дочка, ведь Олеся беременна. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Помните, что истории выходят не только здесь, но и на Рутуб. Всего вам доброго. До свидания.